Как вкусна и полезна зимой квашеная капуста. Среди множества вариантов приготовления рецепт с клюквой придется по вкусу многим. Такая квашеная капуста будет не только вкусной, но и станет настоящим кладезем витаминов. Прежде всего, это источник витамина С. А для рецепта нам понадобятся такие продукты. Конечно, капуста, желательно это поздние сорта, морковь пойдет нам для цвета, конечно, клюква и соль. Берем капусту. Я ее для удобства разрезаю на несколько частей. Можно на 2 части, можно на 4, чтобы удобно было брать в руку. У меня есть такое приспособление для того, чтобы натирать тонкие полоски. И начинаем шинковать. Капусту сразу засыпаем в емкость, в которой она будет бродить. Так, теперь нужно посолить. Я это делаю по вкусу, приблизительно столовая ложка на 1 килограмм капусты. Здесь у меня качан был 1,5 килограмма, значит чуть больше столовой ложки. Лучше не досолить, она будет более кислая, чем пересолить. Пересоленная капуста уже ничем не исправить. Так, в процессе я лучше досолю. Сейчас нам надо ее помять, чтобы она дала сок, но тоже не переусердствовать, иначе вы получите мягкую, не хрустящую капусту. А что самое ценное в капусте, помимо витаминов, это ее хруст. Вот так вот слегка надавливаем, она с солью хорошо смешивается и дает сок. Уже уменьшается немного в объеме. Так, еще немножко. Вот. Она даже стала блестящей. Видно, что капуста дает сок. Теперь я ее оставлю немножко постоять ненадолго. И пока она стоит, будем натирать морковку. Морковка тоже идет для цвета и для вкуса. Но здесь главное тоже не переборщить, потому что если вы много добавите морковки, капуста снова станет мягкой. Поэтому она идет только для цвета. Морковь нашинкована. Я решила попробовать капусту. Мне немножко не хватает соли. Сейчас добавим. Буквально чуть-чуть. Теперь сюда отправляем морковь и все перемешиваем. Мне перемешивать удобнее это руками. И слегка еще так вот, чуть-чуть подминаю. Кстати, островато-кислый вкус придает капусте молочная кислота, которая образуется в результате брожения. Мы же сюда уксус не добавляем. Капуста у нас бродит. Так, все, пробуем. Соль идеально. Ну что, осталось только клюква. Берем клюкву, конечно же мытую, подмешиваем ее сюда. Поверхность хорошо придавливаем, разравниваем кулаком. Все, теперь берем плоскую тарелочку, или вот в данном случае у меня крышка. Она хорошо совпадает по диаметру, хорошо ложится. Сверху ставим гнет. У меня это 3-литровая банка воды. И оставляем нашу капусту бродить в течение недели при комнатной температуре. Прошло 6 дней, и я решила проверить, что с моей капустой. Я говорила, что она готовится приблизительно неделю. Так, капуста уже не бродит, пена не образуется вот здесь по краю, поэтому я думаю, она уже полностью готова. Убираем все ненужное. Вот она такая красивая, и пробуем.
хрустит. И готово. Ну что, теперь мне ее нужно переложить в банку, для того, чтобы ее можно было сохранить. Я беру обычную банку с крышкой. Стерилизовать не обязательно. Главное, чтобы она была чистая. И перекладываю. И видно, вот клюква, она прям вот надулась, такая, как свежая, будто бы я ее только положила. Какая красота. Все, перекладываем в баночку. Капусту в банке слегка придавливаем, для того, чтобы она была вся в рассоле. Вот у меня с одного вилка, это где-то 1,5 килограмма там было, получилось чуть меньше 2-литровой банки. Теперь закрываем крышкой и храним такую капусту в холодном месте, в холодильнике или в погребе. Регулярное употребление квашеной капусты очень полезно для здорового пищеварения. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!